Да, друзья, такие дела. Во-первых, это Winspace T1600. Ну, до чего красавец, блин, не могу. Если честно, черный в карбоновом полностью цвете велосипед выглядит просто офигенно. Но у меня для вас плохие новости, потому что я планировал, что этот обзор будет хайлайтом, вишенкой на торте моего путешествия в Австралию, потому что, ну, блин, что еще может быть лучше, чем тестировать супер китайский аэровелик, в Австралии. Но последнюю неделю идут дожди, причем стеной, и вот буквально наконец-то прорезалось солнце. На часах час дня я выезжаю срочно для того, чтобы хоть как-то покататься по городу. У меня сорвались все длительные поездки, и поэтому вместо... Мы должны были с ребятами съездить и за город, и в горы, там, и все что угодно. Я должен был протестировать этого кабанчика где-то в более прикольных условиях, поэтому все, что я катал до этого, я особо не снимал, думая, что, ну вот будут же выходные, будут красивые виды. Ну и вместо красивых видов и выходных я получил проливные дожди и невозможность кататься на велосипеде. Поэтому я всего лишь проехал чуть больше 200 километров на текущий момент. Практически ничего из этого не снимал, но из плюсов я сделал длинную в спокойном, относительно спокойном темпе. Такой верх зоны 2, может быть чуть зоны 3, 100 километров. И об этом тоже расскажу, потому что одна из особенностей этого велосипеда, про который говорили другие обзорщики, что он жесткий и некомфортный на длинных дистанциях. Я, к сожалению, не смогу проверить это в горах, я не смогу проверить это с набором больше, чем, не знаю, 1500 на 100 километров, но, черт побери, что есть, то есть. Мне кажется, из текущих моих объемов, текущих моих покатушек можно будет сделать какие-то выводы. Но об этом чуть позже. Сейчас я поехал в парк, пока снова не полил дождь, потому что тучки на горизонте, ну, такие, как будто сейчас польет. Так, ну что, друзья мои, вот это Winspace T1600, флагманский аэрошоссейник от китайской компании Winspace. Я его взял в аренду здесь, в Австралии, для того, чтобы протестировать и рассказать вам все нюансы. Ну, сразу хочется отметить, что мне, конечно, повезло, потому что мне достался в абсолютно офигительном черном исполнении. Я еще ближе покажу, но это такой необработанный карбон. Все черное, Ultegra DI, топовые карбоновые колеса, их же Hyper компании Luna Hyper Wheels на карбоновых спицах. Все черное абсолютно. Ну, блин, вот такой классный шоссейник. Сейчас, в общем, немножко скомкано. Вот такой вот у меня, друзья, был конь. И я постараюсь рассказать, что это за велосипед, для кого он, стоит ли его покупать, ну и кому его стоит покупать, если вы о нем задумаетесь. В общем, такие дела, друзья. Winspace 1600, обзор от физкультурника. Погнали! Этот обзор я записываю в Centennial парке. Это такое главное место сбора всей велотусовки Австралии. Здесь тренируются и профессиональные спортсмены, любители сюда приезжают покататься. Это круг длиной 4 километра, практически в центре Сиднея, куда легко добраться на своей машине на общественном транспорте. Здесь классно, весело, ну, вы... В общем, все это прекрасно знаете. Так, что я хочу сказать про этот велосипед? Ну, еще раз несколько спойлеров. Первое. Я взял этот велосипед в аренду, мне не предоставляли его на тест. Просто здесь есть компания Bike Rental, которая управляет и владеет Мэтт. Мэтт, привет, ты красавчик. И я, собственно говоря, связался с ними, заплатил свои деньги и взял 3 велосипеда на тестирование. Winspace SLC5, Civ5 Aero и вот этот вот напоследок я оставил T1600. Флагманский велосипед от китайской компании Winspace. Во-вторых, спасибо огромное Мэтту за то, что он меня познакомил со Стефаном. Стефан — это основатель и SEO, то есть генеральный директор компании Winspace, который приезжал в это время, что я был в Австралии. Он тоже приезжал в Австралию. Собственно говоря, мы с ним посидели, пообщались. К сожалению, интервью я с ним записать не смог, но я узнал много интересного про историю компании Winspace, что они уже много лет на рынке, что они раньше делали рамы для других, потом начали делать для себя и сделали собственное производство, и что у них в планах, например, на следующий год новый супер, еще более аэрошоссейник, скорее аналог Cervelo S5 и Коняга Y1 RS, это с одной стороны, а с другой стороны у них аэрогревел еще на подходе. То есть, в общем, ребята развиваются, делают многие вещи. Ладно, теперь следующий момент. Я обычно проезжаю на велосипеде от 300 до 500 километров для того, чтобы понять вообще, что это за велик, как он едет, стоит ли его брать, кому он подходит и так далее. Здесь мне не повезло. Я проехал чуть больше 200 километров, погода была поганая, несколько дней подряд лил дождь, когда я хотел съездить длинные заезды на этом велике или съездить в горы с чуваками. В общем, поэтому здесь я ограничился в основном заездами в парке. Пару раз выезжал на холмике, но не снимал, думая, что вот мы поедем в горы, и там как раз я местные горы, и там как раз меня поснимают. Тут, конечно, все это не получилось, поэтому обзор скомканный. Я не думаю, что длительная поездка бы сильно повлияла на мои впечатления об этом велосипеде, но все равно, ребят, что есть, то есть, надо об этом сказать. Это ультимативный гоночный велик.
И вот это точка. Если вам нужен просто велосипед для покатушек, велосипед для кофе-райдов, велосипед для активного времени с друзьями, велосипед для того, чтобы вы крутили педали и сжигали жир, велосипед для длительных путешествий на выходные по 200-300 километров в приключенческом формате, этот велосипед забудьте сразу, он вам не подходит вообще. Это велосипед, созданный исключительно для агрессивных и очень быстрых гонок. Вообще, конечно, сразу хочется сказать, что это не велосипед для езды по городу. Он все-таки слишком чувствителен к неровностям асфальта и вообще не любит останавливаться, ехать медленно. Он любит ехать быстро, очень быстро, и еще быстрее, и акселерация, и еще ускорение. Вот это он любит. А вот по асфальту медленно, размеренно рулить между машинами, это ему совсем не нравится. На скорости меньше 30 км в час рулежка превращается в нервозное какое-то неприятное впечатление. В общем, какая-то фигня с ним происходит. Он постоянно требует очень большого внимания. Он постоянно хочет ехать быстро, он хочет постоянно куда-то поворачивать. И если у вас какой-то легкий заезд, зона 2, или вы просто катаетесь в кайф по городу, этот велосипед не подходит. Он провоцирует, он требует, он создан для того, чтобы ехать быстро. Хотя, знаете, иногда, когда в холмистом Сиднее нужно заехать на какую-то горочку, он очень даже неплох. На нем это сделать гораздо проще и веселее, чем на любом другом велике. Ну вот только вы начинаете на нем наваливать, вы начинаете на нем делать интервалы или агрессивно работать в гору, в этот момент, добро пожаловать, друзья, этот велик раскрывается в полной красе. Он реально позволяет ехать быстро, наваливать, фигачить, и вы чувствуете каждый ватт изменения энергии, который вы передаете в этот велик. Вот на 3 ватта добавили, на 2 ватта добавили, вы чувствуете это в ускорении, вы чувствуете это в поведении велосипеда. Это офигеть как круто проявляется на подъемах, потому что если это какой-то градиентный подъем, и вы, например, едете 350 ватт, добавили буквально 20 ватт, тут же велик из-под вас начинает выезжать, ускоряется, очень легко играть скоростью, очень легко играть ускорениями на любой поверхности, вниз, вверх, в подъем, на спуске, любое усилие передается и чувствуется, как велосипед едет. При этом, из-за того, что этот велик очень жесткий, все, что под вами, все кочки на асфальте, все неровности дороги, все изгибы и полосы, разметка, все остальное, вы чувствуете на этом велосипеде абсолютно все. Такое ощущение, что вы бежите в очень тонких кроссовках. То есть вы чувствуете и ощущаете прям любую неровность под вами. С одной стороны, круто, потому что у вас есть постоянная информация о том, что происходит на дороге. С другой стороны, это достаточно быстро начинает утомлять в длительных поездках. Я проехал на нем 100 километров за один раз, и ты в какой-то момент уже просто, а можно мне, пожалуйста, помягче? Так, давайте еще раз поближе покажу, что у нас здесь есть. Вот этот цвет черный необработанный карбон. Помимо того, что это самая легкая рама, которая только может быть, да, выглядит он еще офигенно. Вообще у Винспейса, как вы знаете, есть желтый, белый и другие цвета, но вот этот вот черный, вот только здесь как будто лишнее. Вот этот вот черный необработанный карбон выглядит, конечно, максимально круто. С черными колесами, на черных карбоновых спицах, с черным седлом, с черным бортейпом. Вот эти тоже штучки, я думаю, должны быть черными. Но глобально этот велосипед с учетом этого руля выглядит просто как Бэтмобиль. И если они вот эти рули, их новые Hyper, очень крутые, очень жесткие, красят обычно в цвет велосипед, то тут здесь тоже черный необработанный карбон. И это, офигенно круто. Если честно, я так и не нашел весы, чтобы его взвесить, но этот велик офигеть какой легкий, и это на самом деле заметно. И, конечно, с одной стороны здесь, потому что стоят 28-я резина от компании Goodyear, Eagle F1R, не лучшая резина на мой вкус, я фанат Conti GP5000 на край Виктория, но Виктория пробивается, у меня, по крайней мере, постоянно колется, а Conti у меня живут прекрасно. Я бы здесь, конечно, ставил спокойно, смело бы 32-ю, тем более она сюда лезет. И тогда, возможно, бы часть проблем это решила с нервозностью. Ну и сами по себе колеса, все-таки это карбоновые спицы. Карбоновые спицы, помимо того, что добавляют по ощущениям жесткости велосипед, они еще чуть больше парусят, хотя, про парусность вообще отдельный разговор. Велик не парусит. Следующее, наверное, что хочется сказать, это про рулежку. Рулежка очень острая. Велосипед влетает, просто вваливает в повороты, и это очень прикольно. Но это все чувствуется только на высокой скорости. Как только вы сбавляете скорость, рулежка становится нервозная, она становится неприятной, неприкольной. Добавляете скорость, и он пишет просто идеальные дуги, такие, как вам надо.
вот всего хватает в этом велосипеде. Я уже, когда был в парке, рассказывал, что там вместе со мной катался Крис Миллер. Это один из авторов подкаста «Нейрошоу», очень сильный гонщик, чемпион Австралии по мастерам, тем, кому за 40, в общем, крутой, сильный велосипедист, который очень сильно топит за всякие аэроштуки и вообще в целом неплохо разбирается в теме. Так вот, в итоге мы с ним там встретились, после того, как я записал экспресс, такой обзор Т-1600, вместе чуть прокатились, поболтали, и я попросил его, чтобы он специально для нашего канала, для вас, для меня записал свое итоговое мнение по поводу Vinspace T-1600, потому что он его смог протестировать, и ему есть чем сравнить. Его основной велосипед — это Cervelo S5, он также катался на аэрошоссейнике китайском Quick Pro, и вообще у него большой достаточно накат и насмотренность в области аэровелосипедов. Поэтому, друзья мои, мнение Криса Миллера специально для подписчиков нашего канала Физкультурника. So the T1600 clearly is a fast bike. We tested it in the wind tunnel on the Nero show against an S5 and a Quick Pro, and with me riding it, it was within the margin of error exactly the same, which is a huge sort of plus for it. Riding the bike itself, I was really impressed with the compliance of it. So I would say it was very similar to a Trek Madone and a Sika Spear, certainly through the rear end. But I suppose my one struggle with the bike was the tracking and the steering. So it is quite a twitchy bike. A little bit of that might be due to the geometry of that fork. And some people will love that. Some people will hate it. It's probably something you can learn to probably benefit from. And personally, it was a little bit too much for me, but given the speed of the bike, the ride comfort of the bike, I still think it's a super compelling argument in 2026. Ребята из Нейрошоу, Крис Миллер и Джесси Куэлл, не просто тестируют велосипеды, они еще протестировали Vinspace T-1600 в аэротрубе и сравнили его с Quick Pro и непосредственно с Cervelo S5. По итогу на скорости 45 км в час, если честно, они не заметили никакой разницы. То есть можно с уверенностью сказать, первое, что помимо каких-то личных ощущений, нравится, не нравится, что ты чувствуешь, вот это отзывчивость, управляемость, что очень субъективный фактор, конечно же. Первое, что можно точно сказать объективно, что Vinspace T-1600 на скоростях, доступных обычному любителю, 40, 45, возможно 50 км в час, не отличается по скорости в аэропосадке от топового Cervelo S5, который по тестам Cycling News, по тестам Tour Magazine считается одним из самых быстрых велосипедов в мире, если не самым быстрым. Да. Он делит с Factor One первую строчку среди самых быстрых велосипедов в мире, поэтому можно с уверенностью сказать, что T-1600 — это офигительно аэродинамичный и быстрый велосипед. И мне кажется, это уже очень важно отметить. Второе, как я уже говорил, что велосипед в целом веселый, интересный, игривый. Он доставляет эмоции, что большая редкость для велосипедов. Они очень часто сливаются в такую единую серую кашу. Если, например, Vinspace SLC5, который я тоже тестировал первым, очень хороший, но такой совершенно неэмоциональный велосипед, который не оставляет какого-то послевкусия, то T-1600 такой яркий, он прям какой-то интересный, он кайфовый, на нем хочется кататься, хочется ездить. Не только же мне рассказывать про этот новый офигенный Vinspace T-1600, я приехал к чуваку в магазин Cash. Это главный магазин, где продают всякий прикольный ништяковый став в Сиднее, который уже работал с этими великами, а также собрал точно такой же для Криса Миллера, и поэтому может и как механик, и как гонщик, а он крутой гонщик, поделиться, что он думает про этот вел. Hey, how are you, mate? Hey, mate, how are you? Oh, great. How are you? Good to see you. Yeah, same. So, do you have 5 minutes for me? 5 minutes? Yeah. Just 5 minutes. Yeah, like very nice quality, and like very good value compared to like the Western bikes. Oh yeah, it's pretty light. It's very narrow. Oh, and then Hyper wheels. Okay, yeah. Yeah, carbon spokes, Hyper wheels, they steer as hell. Yeah. Similar to my wheels. Oh, really? My wheels are like carbon spoke as well. You have the same? Not Hyper, but like similar style. Ah, it's a cash. So you're buying the stuff in China and building it there. Yeah, that's right. Yeah. Okay, nice. It's a bit tricky about the sizing, so because they're very, very low. Yeah. So it's extra large, not because extra large is my frame. Yeah. But because the all of the stem on the Chinese bikes very low. Very low. Yeah. This one is extremely low. Yeah. Oh, very nice, bro. Oh, this is the new one. This is raw carbon T1600. Aero Winspace. What's the weight?
So, I don't know. Pretty light. Yeah. So I think it's 7-ish. 7 is. I think like maybe 7.2, 7.3, including the hammerhead. Yeah. Very nice, bro. Looks very like stiff, like maybe uncomfortable when it's not fast. Yeah. Yeah. Stiff bike or something Exactly. like that. В общем, я уговорил чувака проехаться вокруг района на этом велике, и так как он профессиональный гонщик, ну или участвует постоянно в соревнованиях, в общем, полупрофессиональный гонщик, и работает в веломагазине, и видел много велосипедов, в общем, чувак точно поймет, насколько это крутой велосипед. Понятно, это не полноценный тест, но... We're going around the block for 5 minutes. Sure. Yeah, we're waiting for it. Have a good ride, mate. Thank you. А я вам пока расскажу про место, в которое я приехал. Магазин называется Cash. У них 3 филиала. Здесь в центре Сиднея, есть также в Сиднее в районе Мариквилля. Это больше склад, чем магазин, но зато там много всего, гораздо больше выбор, чем здесь. И есть в Мельбурне. Собственно говоря, вот так все это выглядит. Они представляют бренды разные. Здесь есть и Pedal Mafia, и Maap, и Panormal. В общем, в принципе, дропы последней коллекции. Можно померить какие-то джерси, померить какие-то бибы, выбрать носочки себе, которые есть, очки. И даже у них недавно появилась беговая одежда. То есть, если вы также фанатеете по бегу, здесь есть и Satisfy, например, и беговая серия Panormal, и District Vision с North Face, и Bandit Running, это мои новые любимчики. Кепочки всякие, дропы, в общем, все что угодно. Можно купить кучу прикольных бутылочек. Ну, то есть у чуваков здесь полноценный магазин, в котором можно померить и выбрать какие-то интересные штуки. А также у них есть, ну, всякий велосипедный став. Вот из-за заботы о велосипеде от Mac-Off. И разная резина есть, и гревел, и какая угодно. Новые педали таймовские. То есть, в принципе, Cash — это такой очень крутой магазин, который привозит все новинки. Вот только новинка появляется, она в целом появляется здесь. Причем и китайская, то есть и всякие маджиновские есть штуки, там, да, вы, как вы понимаете, и другие китайские штуки. И, например, вот новые шлема от Абуса, или вот только что появился новый Giro или Eclipse Pro шлем, и вот он уже здесь представлен. Все в наличии, все можно приехать померить, доставляют по всему миру, если вы живете не в России. В России не доставляет. А вот, кстати, очень прикольно. Это велосипед Quick Pro в размере L. Это велосипед Криса Миллера, тоже очень известного подкастера, велоблогера. Велосипед с аэробутылками от Panda Podium, колесами Craft Wheels, с рамовским группсетом. Ну, в общем, очень круто выглядит велосипед. Какое-то тоже интересное седло такое. Вот, очень интересно выглядит велосипед белого цвета Quick Pro. Quick Pro, честно, по дизайну мне очень сильно нравится. Здесь у них мастерская. В общем, если вы к ребятам запишетесь, и вы приехали в Сидней, тоже можно себе кучу всего интересного найти. So, what do you think? It's so stiff. Stiff? Very stiff. Yeah. So, like it or not? What about handling? Handling pretty nice. It feels really good to sprint. I did a sprint. It feels really nice, but not to ride slow. Yep. Like uncomfortable. Yeah. Like I said, right? Maybe too stiff at the back. Yeah. Yeah, but like, yeah, the sprinting, it feels nice. It just, yeah, accelerates. What do you think? What kind of race? What kind of racing this bike is for? Oh, for like crit racing, for sure. For crit racing, technical crit racing. Not for the Grand Fondos, right? So. No, not for the Grand Fondo. Also because it's very low. Yeah. For Grand Fondos, you want it to be like much more upright. Yeah. What do you think? Could you pick this bike for a crit racing? Sorry? Could you pick this bike for a crit racing for the season? Yeah, definitely. So it's worth it. Yeah, I think if you're wanting to race, yeah, really good. What do you think? What the main, what the bike you can compare it against for? Like, Maybe like Giant Propel or maybe BMC like Team Machine R, similar geometry, or like Quick Pro, yeah. the new one, right? Yeah, like the ER1, yeah. So, okay, let's stay with the Giant Propel. I think it's the same price. Maybe Giant Propel right now on sale, it's a bit more still, yeah. Yeah, a bit more. What do you think about it? What you will choose, for example, if you need to choose the crit racing machine? That bike or Giant Propel?
I would probably choose this one because Giant Propel is like integrated seat posts. So it feels very stiff like Giant Propel, but this is more user-friendly. Okay. And I think it's cheaper, so because... And cheaper, yeah. Okay, cool. Thanks, mate. No worries. Thank Yeah, you. that's cool. Кто-то считает рулежку слишком нервозной, кто-то его считает слишком жестким. Но у меня есть одна интересная мысль. Я не так много катался на Specialized Bench, легендарном Specialized Bench. Но вот у меня сразу возникла ассоциация, что Windspace T1600 это прям эмоциональный, так сказать, преемник Specialized Bench. Такой же жесткий, такой же направленный, такой же острый, такой же бескомпромиссный и такой же стрёмный на низких скоростях. В общем, если вам нужен велосипед для любого случая жизни, это точно не тот велосипед. На этом велосипеде будет сложно ездить длинные, сложно ездить в зону 2, сложно ездить коферайды, сложно ездить по городу, но зато на этом велосипеде офигительно круто наваливать. Я уверен, что на нем потрясающе гоняться критериумы или какие-то быстрые гонки. Я думаю, что это не лучший велосипед для гранд-фонда, потому что все-таки на нем подзатекает все. Но это, кстати, отдельный разговор. Почему? Может быть, из-за геометрии. Ну, не могу ничего сказать плохого про этот велосипед. Если в своем обзоре про SLC 5 я говорил о том, что SLC 5 просто хороший велосипед, в котором нет изюминки, в обзоре про C5 Aero я говорил, что это обалденный велосипед на каждый день, в котором можно делать все, что угодно, и гоняться, и ездить длинный, и чуть ли не на 500 километров уезжать, и не будешь уставать, то вот этот велосипед острый, как нож японского шеф-повара, разделывающего тунца. Он острый до безумия, он офигенный, и в нем как раз есть чертовщинка, есть изюминка. И поэтому, если честно, я бы хотел этот велик оставить себе, потому что вот эту вот чертовщинку, которая в нем есть, вот эту вот острость, вот это вот безумие, которое в нем присутствует, какая-то бескомпромиссность, именно гоночная бескомпромиссность. То есть он не пытается быть allrounderом, он не пытается быть do-it-all великом, например, как Спеш, Tarmac SL8. Он не пытается быть всем для всех, он не пытается быть горным королем, он просто ультимативный гоночный зверь, который готов вгрызаться и каждый милливатт передавать в скорость, ну и возвращая это, конечно, неровностями в вашу спину и руки. Это круто. Это действительно круто. Дальше мы поговорим о геометрии этого велосипеда, потому что она очень особенная. Это, наверное, один из худших примеров китайской геометрии. Ну, давайте, друзья, перейдем к самому интересному, конечно же, да, перейдем к сравнению ростовок, ведь мы часто любим сравнивать велики, хотим понимать, если вы решите покупать себе Windspace 1600, то чего там по ростовке быть. Ну и опять, друзья мои, я, конечно же, сравниваю Windspace T1600 в ростовке XL, потому что именно на таком велосипеде я катался, с Tarmac SL8 56 ростовки, потому что именно на таком я катался тоже раньше, поэтому мне есть чем сравнить. Это примерно одинаковые по агрессивности велосипеды. У них идентичная высота стека, а Reach, например, похоже у Windspace, на Windspace на 12 мм длиннее, чем Tarmac. В остальном, на самом деле, никакой разницы нет, да, то есть это в целом классический представитель китайской геометрии, велосипед, у которого низкий стек и длинный Reach, да, потому что, например, если мы оставим тот же размер Windspace и возьмем 58 размер Tarmac, то тогда получится, что Tarmac в 58 размере практически такой же по ричу, то даже Windspace его будет длиннее, но при этом стек у него выше. Ну и колесная база тоже у XL Windspace совпадает с колесной базой у Tarmac. Вот такой вот своеобразный велосипед какой-то. XL размер у Windspace — это какой-то микс между 56 и 58 рамой, то есть примерно 57 рам. Но что нужно учитывать, что нужно знать, когда вы покупаете Windspace? Во-первых, он низкий и длинный. Если вам нужно много спейсеров для того, чтобы сидеть комфортно, если вы любите высокая посадка, то Windspace 3600 вам не подходит, скорее всего. Точнее, можно, наверное, подобрать огромное количество спейсеров, но это скорее будет выглядеть как какая-то башня, да, или, знаете, африканские женщины, которые надевают огромное количество колец сюда, это будет выглядеть ваш велосипед так. На мой вкус это не очень прикольно, но опять-таки выбирать вам. Мне как раз нравится в том, что это такая растянутая, длинная посадка у него. Мне лично зашла вот эта геометрия, но это лично мои, на самом деле, пристрастия. Я говорил в обзоре Windspace C5 Aero, что людям, которые высокие, будет очень сложно сесть
на Винспейс, потому что нет ростовок, потому что XL-ростовка для меня при росте 1,82 м, 1,83 м. Но я был неправ. Я признаю, в целом можно сесть на самом деле с ростом 1,90 м и даже больше на XL-ростовку Винспейс, но нужно учитывать некоторые моменты. Я, когда сажусь на велосипед, я предпочитаю сидеть максимально над кареткой. То есть я седло выставляю максимально вперед с нулевым офсетом, и для меня такая позиция комфортная, мне нравится, я так произвожу много усилий, я так больше получаю удовольствие от педалирования. Мне так веселее ездить. Я не говорю, что я так быстрее еду или правильнее, но это точно мне так веселее, мне так больше нравится. Для меня это более органичная посадка. Если же мы говорим про райдера, который ростом, например, больше, чем я, то тогда нужно будет седло двигать назад, возможно, брать подсидел с офсетом, и таким образом у вас получится растянуться в нужное положение для того, чтобы усесться на Винспейс любой ростовки. Но это меняет и меняет то положение, которое вы можете занять. Поэтому я все-таки скажу следующим образом. Если для вас очень важно, вы высокого роста велосипедист, и для вас очень важно сидеть по ТТ-шному, то есть больше над кареткой, больше сдвинуто вперед, то вам будет сложнее подобрать Винспейс велосипед, да, и вам нужна большая гибкость, потому что он очень низкий. Но, с другой стороны, если у вас есть хороший байкфитер, то, друзья мои, сходите к нему, он обязательно подскажет, как на любой велосипед, в том числе Винспейс, усесться практически с любым ростом и получать от этого удовольствие. А еще моя супруга Лиля тоже каталась на Винспейс T1600, только в офигительно белом цвете. Она этот велосипед выбирала, друзья мои, не из технических характеристик, а визуально он ей в рентале понравился больше всех. И мне кажется, по крайней мере, по ее словам, она не прогадала. Так, Лиль, что думаю, что понравился тебе велосипед? Что думаешь-то? Ну, вообще без ожиданий относительно китайских велосипедов, поэтому велосипед очень резвый, очень веселый, очень отзывчивый. Мне понравилось управлять им. И, как Миша сказал, что он стоит в одном ряду с L8, Cervelo S5. Визуально симпатичный велосипед. Я абсолютно не разбираюсь в каких-то там характеристиках технических и все остальное. Для меня, как для суперобывателя, сел, поехал, как ты это ощущаешь? Я ощущала себя на велосипеде максимально комфортно, он очень хорошо управляется, хорошо едет, достаточно легкий и очень кайфовый велосипед. Вот так. Но я бы, конечно, не стала менять, если меня спросили, а поменяла ли бы ты свой Cervelo на этот? Конечно, нет. Но если нет выбора и стоит вопрос кататься на этом велосипеде или не кататься, лишь кататься на нем. Он классный. А еще я попросил своего друга Виктора, который, на мой вкус, является одним из лучших байкфитеров, по крайней мере, из тех, кого я знаю. Он живет и работает в Абу-Даби, в том числе работает с UAE Team, с Кальняго. В общем, чувак реально шарит. Записать его мнение по поводу геометрии Винспейс T1600. Тем более, он с этими велосипедами знаком. Так вот, мнение Виктора, друзья мои, будет не в этом выпуске на YouTube, а в моем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь, переходите по ссылочке, которая будет в описании. Именно там будет разбор геометрии от Виктора. А мы продолжаем. Цена этой рамы, друзья мои, $2400. Это много денег. $2400 – это много денег. Но если, например, за эти же деньги есть варианты купить Sika Spear или Evolve Chima, это будут классные, но универсальные велосипеды. А если вам нужен просто ультимативный гоночный зверь, я не могу придумать лучшего варианта за эти деньги. В этом велосипеде есть харизма. И это, черт побери, крутой велик. И он крут именно своей бескомпромиссностью. И если другие велосипеды пытаются быть в этом же самом сегменте, пытаются быть как Тормак, он не пытается, он другой, абсолютно не похож. И это офигенно круто. И у него получается это намного круче. Если сравнить тоже с ультимативным гоночным китайским великом Elvis Falah, который я тестировал, он, правда, дешевле практически в 2 раза, он стоит $1500 за фрейм, то Elvis просто деревянное бревно, быстрое, но бревно, неотзывчивое, неинтересное, скучное, а этот просто небо и земля по ощущениям. Никогда бы в жизни не оставил себе Elvis и с огромным удовольствием бы еще бы катался и катался на этом велике. Нет, не заменил бы мой Cervelo S5, точно не заменил, потому что Cervelo очень мне нравится. Но точно бы брал иногда этот велик, потому что в нем перчинки и дивальщины больше, чем в Cervelo S5. Если Cervelo S5 это условно Porsche 911, то вот это Nissan GT-R. Жесткий, зубодробительный, но фигачит так, что остается впечатление от него очень интересное. Дальше что получается? $2500 мы потратили на раму и руль, и это действительно гоночный сетап уже. Берем колеса,
группу. Сюда вполне подойдет Shimano 105, потому что вес велосипеда позволяет компенсировать вес группы и при этом оставаться в хорошем ценнике. Ну и того, я думаю, что в районе 4-4,5 тысяч долларов мы собираем прям велосипед на крутых колесах, на аэродинамичных. Мы собираем классные, все, конечно, это китайское, кроме группы Shimano 105, электронка, а всякие обмоточки, седло. В общем, друзья мои, за 4000 долларов можно собрать офигительный гоночный велосипед, который по своим характеристикам и потому, как на нем можно наваливать, ну, не сильно будет, точнее, не будет уступать топовым Cervelo S5 за 10 тысяч долларов, там, да, или Тормакам, или каким-то еще премиальным западным брендом. Какой бы велосипед я себе взял сейчас, если мне нужно было взять велик на несколько недель, кататься с чуваками в Австралии и так далее. И вот тут сложный вопрос, потому что, конечно, я бы точно не взял SLC5. Для меня этот велосипед оказался слишком неинтересным, слишком пресным. Безусловно, хороший велик, но вот прям настолько безэмоциональный, что не хочется его лишний раз брать. Мне очень понравился C5 Aero, потому что он быстрый, классный, веселый, очень комфортный. И мне очень понравился Winspace T1600, потому что в нем есть какая-то чертовщинка. Он оставляет эмоции, но он превращает любую горку, любой групп-райд он превращает в гонку. Этот велосипед, на котором невозможно ехать медленно. Он слишком жесткий на маленькой скорости. Любая поездка в зоне 2 превращается в мучение, потому что на нем хочется очень агрессивно сесть и тут же начать наваливать. Вот что хочется с этим велосипедом. Я скажу так, если бы я приехал просто на 2 недели, я бы взял Winspace T1600 точно, потому что я бы кайфовал каждый день, но точно от него быстро устал через 2 недели. Если бы я приехал, и если бы мне нужно было взять велосипед на 2 или на 3 месяца, я бы точно брал велосипед Winspace C5 Aero, потому что на нем можно делать гораздо больше, и легко кататься, и наваливать, и все это делать очень гармонично. Все-таки Winspace T1600 — это как острая еда, да? Иногда очень прикольно всадить острые куриные крылышки или, не знаю, там, острую шавуху, но каждый день ты такое не поешь. Вот это Winspace T1600. Даже если вы очень любите острое, каждый день есть это очень сложно. Но если вам нужен крутой гоночный велик, и вы гонщик, и вы хотите выжимать максимум, и вы не готовы тратить огромное количество денег на современные супер-аэробайки типа Factor или Cervelo S5, Winspace T1600 в эту категорию залезает и показывает, очень крутой результат. Вот такой вот, друзья мои, странный обзор получился. Не зря все-таки я его делал так долго. Хотелось каким-то образом переварить, наверное, те эмоции, которые я получил от этого велосипеда в самом начале, и не захлебнуться от радости, от того кайфа, который он мне доставил за несколько дней, что я на нем катался, чуть-чуть их пережить, эти эмоции. Если бы я рекомендовал другу, который начинающий, который любитель, который просто хочет классно кататься на велосипеде и иногда тренироваться, я бы точно этот велосипед не порекомендовал. Но если бы кто-то из ребят, кто гоняется, кто ездит в группе А, в группе Б на гонках, и которому нужен новый гоночный крутой велосипед, и он не хочет вываливать 10 тысяч долларов за западный бренд, я бы сказал, чувак, бери на Winspace T1600, особенно вот в этом необработанном карбоне, который еще легче, чем обычные рамы, можно наваливать, будь здоров. И ты будешь наваливать так, что у тебя будут слезы из глаз и от радости, и от боли. Потому что он позволяет ехать быстро, очень быстро, ребят. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать. С вами был Физкультурник, и помните, что вообще не важно, какой у вас велосипед. Важно получать удовольствие и кататься. Велик должен быть таким, на который, когда вы смотрите, вы хотите выходить из дома и наваливать. И для кого-то это какой-то алюминиевый, обычный или стальной старый велик, чтобы просто кататься по городу, а для кого-то это суперсовременный карбоновый аэробайк, и это не имеет никакого значения. Едет велосипедист, а не велосипед. Все равно побеждает сильнейший, а не тот, у кого лучший велик. А мы с вами просто любители, которые кайфуют и наслаждаются от того, что у них есть возможность выезжать из дома, радоваться солнцу, природе, погоде и тому, что мы тратим энергию и получаем взамен огромное количество эндорфинов и позитивных эмоций. Вот. А какой велик? Это уж дело второе. Все это игрушки для взрослых. Поэтому просто кайфуйте. С вами был Физкультурник. Пока-пока.